Здравствуйте, вы на канале Speakeasy. Меня зовут Инна. На этом канале я записываю для вас видео, которые помогают изучать английский язык. А в этом видео мы продолжаем читать литературное произведение, которое называется «Самое холодное место на земле» The Coldest Place on Earth by Tim Vickery, Part 18. Как всегда, в первой половине видео мы разберемся с переводом, а затем во второй половине видео послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читаем и переводим по предложениям. On November 21st, one of the ponies died. 21 ноября один пони умер. One of the ponies, дословно один из пони. On November 11th, the Norwegians saw the mountains. 11 ноября норвежцы увидели горы. The mountains were very high, some of the highest on earth. Эти горы были очень высокие. Одни из самых высоких гор на земле. The highest – самые высокие. Это превосходная степень прилагательного. Bjaaland smiled. Bjaaland улыбнулся. There is good skiing up there, Roald, he said. Предлог up указывает на то, что речь идет о чем-то, что происходит наверху. Поэтому мы будем переводить так. Там наверху можно хорошо покататься на лыжах, Roald, сказал он. Good skiing, если дословно, хорошее лыжное катание. But can dogs get up there too? Но смогут ли туда также взобраться собаки? Of course they can, Amundsen said. Конечно же смогут, сказал Amundsen. Come on, пошли. They left Hanssen with the dogs and skied a little way up the mountains. Они оставили Хансена с собаками, а сами немного проехались на лыжах вверх в горы. A little way, если дословно, небольшой путь. It was difficult, but the mountains were big and beautiful. Это было сложно, но горы были большие и красивые. Behind the mountains, Amundsen thought there was a high plateau of ice. За горами, как думал Amundsen, была высокая плата изо льда. That's it, Amundsen said. А вот и оно, сказал Amundsen. That's the road to the pole. Вот дорога на полюс. Tomorrow we can bring the dogs and sledges up here. Завтра мы сможем привезти сюда наверх собак и поднять сани. А если дословно, скажем так, завтра мы сможем привести собак и сани наверх сюда. But now let's have a ski race. А сейчас давай-ка прокатимся на лыжах на перегонки, потому что race – это состязание, соревнование. Who can get back to camp first? Кто сможет первым вернуться в лагерь?
They laughed and skied happily down the white snow. Они засмеялись и заскользили вниз на лыжах по белому снегу, совершенно счастливые. Если дословно переведем предложение после запятой, скажем так: и поехали на лыжах счастливо вниз по белому снегу. This is like home, Bjaaland thought. Это как дом, или здесь как дома, подумал Bjaaland. But it's bigger than Norway and better. Но эта территория больше, чем Норвегия, и лучше. На самом деле здесь нет выражения «эта территория», но здесь есть местоимение it. Мы можем сказать «она», но по контексту понятно, что имеется в виду территория, на которой они находятся. In the next 4 days, the dogs pulled the sledges 81 kilometers and went up 3000 meters. В следующие 4 дня собаки тянули сани 81 километр и поднялись на высоту, went up, поднялись на высоту 3000 метров. At last, Amundsen and Bjaaland stood on the plateau behind the mountains. Наконец-то Амундсен и Bjaaland стояли на плато за горами. They were tired, happy men. Они были уставшие и счастливые. А если дословно, они были уставшие, счастливые мужчины. Bjaaland looked back at the mountains. Bjaaland повернулся, чтобы посмотреть на горы. Looked – это посмотрел, а back – это назад. Can a motor sledge get up here? He asked. А могут ли мотосани сюда подняться? Спросил он. Amundsen smiled. Amundsen улыбнулся. No, he said. Нет, сказал он. I don't think so. Я так не думаю. And Scott doesn't like dogs. Если мы переведем дословно это предложение, мы скажем так: а Скотт не любит собак. Но это совсем не тот смысл, который Амундсен вкладывал в свои слова. Поэтому мы можем перефразировать и передать мысль другим образом. Как вариант: ведь Скотт не прибегает к помощи собак. Или Скотт не пользуется помощью собак. А теперь давайте послушаем этот отрывок из аудиокниги. On November 21st, one of the ponies died. On November 11th, the Norwegians saw the mountains. The mountains were very high, some of the highest on earth. Bjaaland smiled. There is good skiing up there, Roald, he said. But can dogs get up there too? Of course they can, Amundsen said. Come on. They left Hanssen with the dogs and skied a little way up the mountains. It was difficult, but the mountains were big and beautiful. Behind the mountains, Amundsen thought there was a high plateau of ice. That's it, Amundsen said. That's the road to the pole. Tomorrow we can bring the dogs and sledges up here. But now, let's have a ski race. Who can get back to camp first? They laughed,
and skied happily down the white snow. This is like home, Bjaaland thought, but it's bigger than Norway, and better. In the next 4 days, the dogs pulled the sledges 81 kilometers and went up 3,000 meters. At last, Amundsen and Bjaaland stood on the plateau behind the mountains. They were tired, happy men. Bjaaland looked back at the mountains. "Can a motor sledge get up here?" he asked. Amundsen smiled. "No," he said, "I don't think so. And Scott doesn't like dogs." Друзья, обратите внимание, что количество просмотров для меня не несет реальной ценности. Количество просмотров говорит только о том, сколько раз включили это видео, но неизвестно, досмотрели ли его до конца. А досмотрят его до конца только в том случае, если оно полезно и интересно. И эту информацию я могу понять только потому, как вы оставите комментарии под видео. Если что-то осталось непонятным, обязательно задавайте вопросы. А еще поставьте лайк этому видео и поделитесь им со своими друзьями. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.